Друзья, всем привет! Всем добрейшего денечка! Вы на канале Алкомясо. И сегодня хочу приготовить уникальное блюдо под названием перепелки на елке. Не будем терять ни секундочки, быстро пройдусь по ингредиентам. Что нам нужно для этого наивкуснейшего блюда? Конечно же, елка. У нас на дворе февраль, пора елку выбрасывать. Зачем ее выбрасывать, если на ней можно приготовить прекраснейшее вкуснющее блюдо? Кроме елки, также нам нужны, естественно, перепелки. У меня 6 штучек перепелок. 3 лучинки, 2 чесночинки, 2 перчинки. По специям соль, перец, куркума и паприка. В принципе, перепелки маринуются очень быстро, поэтому 2-3 часа для них будет достаточно. Но у меня гости ожидаются завтра, поэтому, чтобы не томить и гости мои не ожидали вкуснейшего блюда, я их замариную сегодня. Начинаем мариновать перепелки, и готовить мы их будем на елке. Как всегда, первое, с чего я начинаю, почистили все овощи, помыли перепелок, и теперь обдаем перепелки огоньком, чтобы на перепелках не осталось перьев. Особенно хорошо обсмаливайте крылышки, особенно под крылышками. Берем и каждую перепелочку разрезаем пополам. Проделаем это с каждой перепелочкой. Разрезаем, ложим, раздавливаем. Косточки, в принципе, мягкие, она очень хорошо раздавливается. Мой совет: не готовьте, не жарьте перепелку целую. Тяжело прожаривается, и мясо, пока будет жариться, оно будет сухое. Поэтому вот таким вот образом перепелочка быстро прожарится и при этом будет полностью сочная. Разрезали всех наших перепелочек. Каждую перепелочку солим, немножечко перчим, черным перчиком душистым, немножечко паприки и немножечко куркумы. Все то же самое с другой стороны. Посолили, поперчили. Продолжаем мариновать. Следующее: нарезаем лук. Лук нарезаем полукольцами. Лук желательно нарезать как можно тоньше. В преддверии 23 февраля, а также 8 марта хочу вам показать просто необходимую вещь на каждой кухне. Это может быть прекраснейший подарок. В чем преимущество? Ну, сами понимаете, лук мы умеем резать, но вот я лук режу, например, как можно тоньше. Ну вот у меня он получается, ну вот такой толщины, например. Ламтерезка чем хорошо? Здесь можно выставить толщину и очень просто и быстро нарезать все что угодно. Начиная там от самого обычного хлеба, сыра, лука. То же самое можно порезать и рыбу и так далее. Всем советую, и для подарков, кто думает, что подарить, подарите. Вещь недорогая, но в хозяйстве, на кухне очень нужно. Смотрите, как легко и пользоваться. И я выставил не на самую тонкую, но посмотрите, какой толщины. Спокойно можно нарезать лук, при этом у вас не слезятся глаза, не режутся пальцы. Очень легко и быстро. Нарезали лучок, ламтерезка нам в помощь была. Теперь берем обыкновенную кастрюлю, берем лук и очень хорошо, тщательно мнем лук, так, чтобы лук дал сок. Смотрите, берешь на лук, нажимаешь, и с него течет сок. Хорошенечко перемяли лучок, застелили дно, выкладываем слоями лук, перепелки, лук, перепелки. Сверху я положу груз, накрою крышкой и пускай стоит, маринуется в холодильнике сутки. В принципе, для такого маринада достаточно где-то от 3 часов. Поэтому, друзья, до завтра, а для вас это будет всего лишь секунда. Как я и обещал, не прошло и секунды. Ну что, перепелочки промариновались всю ночь и полдня. Поближе камера сейчас покажу. Маловато. На зубок. Вот, на гарнир у нас будет картошка по секретному рецепту Николая.
Надеваем на шампура перепелочки, картошечку и начинаем готовить перепелки на елке. Итак, друзья, момент истины. Настало время открыть завесу тайны. Почему же блюдо называется перепелки на елке? Потому что перепелочки мы будем готовить сегодня именно на этой вот елочке. Новогодняя елочка, очень много она принесла счастья. И даже в настоящее время она нас будет радовать, потому что именно на ней сейчас мы будем готовить наших вкуснющих перепелочек. Берем елочку, обрезаем все веточки, складываем, разжигаем и начинаем готовить перепелочку на елочке. Перепелочек на елочек. Здравствуйте, дорогие его подписчики. Еще дымок не пошел. Не пошел? Так смазать надо. Ты идеально вовремя. Ну, начинаем. А я все-таки предлагаю смазать. Ну что, зажигаем. Сейчас смажем и так зажжем. Ну, елочка, гори. И перепелочка, лети. Пока Коля занимается вкуснющей картошечкой, хочу обратить ваше внимание на эти потрясающие, уже хорошо промаринованные перепелочки. Посмотрите, какие сочные. Ах, какой аромат стоит, запах. И надеваем на шампура. Я одеваю каждую перепелочку на 2 шампура. На шампур у меня поместится по 4 перепелки. Сначала одну сторону и теперь вторую сторону. Вот таким вот образом мы надеваем на шампура перепелок и начинаем готовить перепелки на елке. И на гарнир у нас будет великолепнейшая Картошечка с салом отца. картошечка от Коли, назовем ее так. Посмотрите, как выглядят замаринованные перепелочки. Какие сочные. Разровняли угли. Николай ассистирует. Нанизывает. Красота среди бегущих. И начинает все у нас журчать. Перепелки готовятся очень быстро. Вот смотрите, прошла буквально минута. Вот уже подрумянились они с одной стороны. Переворачиваем. Перепелки готовятся около 10-15 минут. Не пересушивайте, готовится очень быстро. Пересушите, будет невкусно, будет мясо сухое. Ну, конечно, с таким маринадом перепелочки невкусные получиться не могут. Перепелочки у нас готовятся. Сразу начистим чесночок и нарежем острый перчик. Это необходимая атрибутика к перепелочкам на елочке. Вот буквально минутка. Переворачиваем. И вы посмотрите на эту красоту. Перепелочки. На елочке. Кстати, от елочки аромат идет, не передать. Смотрите, перец нарезали, но чтобы он был мелкий и давал свой весь аромат и вкус, мы его тоже давим на чеснокодавки. И потом интенсивно трем глазки. Легко давится, при этом он даст полностью свой аромат и вкус. Мой совет: давите, будет вкуснее, ароматнее и, естественно,
польза остается вся, потому что это натуральный продукт. Перепелочки наши уже готовятся около 10 минут. Второй раз я уже переворачиваю. В принципе, все готово. Для того, чтобы не пересушить, мы перепелочки достаем. Вот так вот выглядит все. Поэтому не пересушиваем. Буквально 10-15 минут, в зависимости от размера перепелки. И достаем. Все готово. Посмотрите. Посмотрите, как течет с перепелки. Какая она сочная. Ах. Все перепелки сняли, достали. Теперь чесночок давленный и перец высыпаем в перепелки. Закрываем крышкой. И очень хорошо перемешиваем. Перемешали. Какой аромат стоит, как парит. Берем праздничное блюдо и выкладываем все на праздничное блюдо. И, конечно же, картошечка. Как без нее, родненькой. Николаю только тару подавай. Лучше уже и отец есть, и сало пожарен. Ну, начнем. Ну что ж, все готово. Вот такая вот получилась волшебная перепелочка на елочке. Коль, отведаем. Все рюмки розданы. Ну, пробуем. Хочу обратить внимание, естественно, на грудку. Потому что у перепелки грудка — это самое, наверное, такое вкусное мясо. И ножки мне нравятся. Ну, в принципе, кроме грудок и ножек, перепелки больше нету ничего. А крылышки? Крылышки. Ты же всегда крылышки любил. Перепелиные. Так же, как и яички. Посмотрите, как это сочно, а как это вкусно, не передать. Перепелка как закуска, да. Очень быстрая, очень вкусная, но как закуска. Конечно. У тебя рука больше, чем перепелка. Обалденно вкусно. Я прям, так скажу, в восторге. Ну, Коль, зная, сколько ты уже приготовил картошки, горяченькая, я знаю, что она, естественно, наивкуснейшая. Поэтому, друзья, готовьте с удовольствием, готовьте в удовольствие. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем приятного аппетита! Как ты уже наешься? Он уже кушает? Когда вкусно, да? Тогда вкусно. Всем приятного аппетита! Пока!